Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы будем делать ром. Но это, конечно, будет не ром, а имитация рома. Но это будет хороший напиток, очень приятный, чем-то похож на ром знаменитой Закапа. Для этого нам понадобится литр самогона, крепость 45 градусов. Делаю 45, потому что ром он должен ощущаться крепким, должен быть крепким. Все-таки напиток пиратский. Понадобится 2 грамма дубовых сегментов, дубовой коры. Можно использовать аптечный. Если используете дубовую кору, берите столовую ложку, только пролейте ее кипятком. Я буду использовать вот эти дубовые брусочки. Я их сам подготавливал. Они получаются сильной обжарки. Кофе. Здесь у меня 4 зернышка кофе, которые я просто раздавил. Можно использовать молотый кофе, но фильтровать сложнее, поэтому я вот в последнее время делаю так. То есть просто беру зернышки, чуть их подавил, этого достаточно. Также мы будем использовать ванильный сахар и обычный сахар. Из сахара мы будем делать карамель. Поэтому нам нужно сахара взять на литр 20 грамм. Если у кого нет весов, сейчас покажу, сколько это будет в ложках. У меня обычная чайная ложка стандартная. Вот 22 грамма, в принципе, не так это сильно там критично. Это 3 чайных ложки с горкой. Дальше мы будем готовить карамель. Сейчас покажу как. Мы сахар для карамели пересыпаем. Я вот в половничек пересыпаю. Газ у меня включен. Чуть я его смочил, этот сахар. Будем нагревать и доводить до карамели. А потом выливать буду в такую вот силиконовую формочку. Я не знаю, от чего она, я у жены ее забрал. Видимо, либо для печенья каких-то. И начинаем это просто разогревать. Нам нужно будет это все довести до кипения и покипятить до состояния леденца. Ну, если кто делал в детстве или когда-то там леденцы на ложке, то вот это такой же принцип. Просто с ложки его потом трудно выбивать, сковыривать, а с этой силиконовой формочки получается достаточно легко. Можно воду не добавлять. Можно сразу сахар превращать в карамель. Я это делаю для того, чтобы он немножко поварился, у него вкус получается более насыщенный. И легче контролировать, когда кто не знает, как это делается, легче контролировать цвет и густоту, когда вы добавили воды. Главное за этим делом внимательно смотреть, чтобы не получить абсолютную жжёнку коричневую, прям совсем. Нам нужен именно такой темный желтый цвет. Ни в коем случае не коричневый, абсолютно темный. Сейчас она начнет потихонечку густеть. Единственная беда, потом отмывать этот вот половничек. Уже тяжеловато. Приходится потереть. Но кто делал карамель, тот знает, как это. Долго и упорно можно слизывать с ложки. Вы увидите, когда она начнет густеть. Вот эти пузыри начнут медленнее лопаться. Тогда нужно быть уже повнимательнее.
Вот видите, уже начинает появляться цвет. И она уже становится такая густая. Я делаю этот рецепт, вернее этот напиток сейчас для знакомого, поэтому буду немножко больше пережигать сахар. Ему нравится такой вкус. Вам советую попробовать и подобрать под себя цвет, который интересен, ну и соответственно вкус, который больше понравится. Поэтому экспериментируйте с небольшими объемами. Именно для этого я вам и даю развесовку на литр. Вот видите, уже коричневый становится. И переливаем. Ну а теперь это у нас должно остыть. Дальше приступим к приготовлению. Когда уже все застынет, и мы вытащим это. Ну вот наша карамель застыла. Продолжаем делать. Засыпаем все в банку. Кофе. Ванильный сахар. Почти полная ложка. Дубовые брусочки. И карамель кидаем прямо так вот кусочком. Дальше мы это закрываем и настаиваем примерно 2 недели. Периодически встряхиваем, карамель у нас растворится и ждем 2 недели. Обязательно 2 недели. Здесь меньше ждать нельзя. Ну, встретимся через 2 недели. Итак, прошло 2,5 недели. Напиток у нас настоялся. Вот такой вот цвет. Сейчас отфильтруем и попробуем. Ну вот мы все отфильтровали. Получился у нас вот такой вот напиток по цвету. Темный, благородный цвет. Давайте попробуем, что получилось. На запах есть дубовые оттенки, с легкий кофейный, ну и карамель, естественно, присутствует. Но это прям вот так слегка чувствуется. Запаха алкоголя нет совсем. Давайте пробовать. Будьте здоровы. Ну, на вкус достаточно крепкий. Он все-таки 45 градусов. Сначала чувствуется вот этот вот дубовый оттенок, а потом уже в послевкусии проявляется вкус карамели, вот эта легкая сладость. Где-то на заднем плане уже ваниль и кофе. Кофе чувствуется совсем слегка. Напиток получается очень достойный. Я вам его рекомендую попробовать. Думаю, вам понравится. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Всем удачи!